Друзья, всем привет! Меня зовут Настя. 3 года я живу на Бали и приезжала в Питер на 2 месяца увидеться с родными, сделать дела. Сняла об этом 2 очень атмосферных и интересных влога. Надеюсь, вам они понравятся. Сейчас пришло время возвращаться на любимый остров. Перелет будет из Москвы, поэтому отправляемся на вокзал. В этом влоге я расскажу о популярных и не очень районах Бали, где лучше жить, где лучше тусоваться, а куда лучше не приезжать. Конечно же, разберем все это с ценами. Впереди длительный перелет, 12,5 часов. Я сделаю обзор бизнес-класса Москва-Бали. Но перед этим гуляем по Москве, отправляемся на завтрак в кофеманию. Для меня это беспроигрышный вариант для красивого, вкусного завтрака. Если бы мне нужно было назначить какую-то встречу, то это бы была точно кофемания. И, конечно же, какой приезд в Москву без прогулок по Красной площади. И пока гуляла, поняла, что все для меня изменилось, все стало по-другому после 3-летней миграции. Возможно, это мое внутреннее состояние, но для меня очень много тоски, очень много хмурости, серости. Мне не хватало улыбок, мне не хватало более открытых людей, общения, яркого проявления эмоций, то, к чему, соответственно, мы привыкли в тропических странах Азии. А это отель неплохой, он находится в центре, очень удобное расположение. До вокзала 2 минуты, рядом кафе, рестораны, транспорт, в общем, супер локация. И на ужин отправляемся в депо. Это любимое место в Москве. Пишите в комментариях, у кого также, но я считаю соотношение цены и качества просто превосходное, и мой муж со мной согласен. И вообще, в принципе, Москва нам с Артёмом очень нравится своей такой уверенной стабильностью. Очень сильный контраст с Питером, потому что в Питере все уже, как-то попроще, до нас все дольше доходят, какие-то не супер такие красивые и облагоустроенные фасады, не так за городом следят, конечно же, за Питером, как за Москвой, это сразу же чувствуется. Короче, у меня есть шутка для тебя. Придумала сегодня утром. Вчера спросил, ты что, хотела заплакать? Можешь спросить еще раз? Нет, потому что Москва слезам не верит. С белорусского вокзала прекрасно доехали за час на Аэроэкспрессе до Шереметьево. Это, конечно, роскошь, но не такая роскошь, которую предоставил нам Аэрофлот для 13-часового перелета. И давайте обозревать их бизнес-класс. Мне выдали косметичку. Наполненность была довольно-таки неплохая. Было все необходимое. Тапочки, щетки, расчески, маски для сна, крема. С Бали до Москвы мы летели China Eastern Airlines. Я прикрепляю шортс. Посмотрите, как мы успели посетить за 8 часов Шанхай. Это было очень весело и интересно. Здесь Аэрофлот продумал каждый квадратный сантиметр, чтобы убрать личные вещи. И, конечно же, изюминкой всего полета стало меню от шеф-повара. Нас прекрасно кормили. Я не могла отказаться ни от одной позиции. Еще большой плюс, что можно было закрыться в кабинке и прекрасно поспать. Никто не мешал, не шумел, отличное шумоподавление в наушниках. 175 тысяч рублей нам обошелся перелет на человека, потому что мы докупали бизнес на стойке регистрации. Если брать заранее, то у них обычно стоимость около 300 тысяч рублей, поэтому такой вот от нас лайфхак. Мы тем временем уже подлетаем к Бали, так что добро пожаловать в мои островные будни. Selamat pagi, mau pesan ada blonde roast untuk saya satu americano panas, kecil talon. Boleh buat dingin flat white, kecil juga ya. Как только прилетаете, заказывайте такси только через приложение GoJack и никаких водителей, которые будут таксовать рядом с аэропортом. Друзья, вещаю с Бали, и чтобы соответствовать своему нику Fit, я начну балийские будни с тенниса. Отправимся с вами в район Санур.
Я расскажу вам в этом влоге побольше о популярных туристических районах Бали, чтобы вы четче для себя поняли, где бы вы хотели жить. Все, погнали в Санур. Санур – это большой, спокойный курортный район Бали, который отлично подойдет для отдыха с детьми и пожилыми людьми. Пешеходные зоны, велосипедные дорожки, а также спокойный океан и пляжи, где можно купаться, подарит вам умиротворение и комфортный отдых. Из порта Санура можно отправиться на близлежащие острова, например, такие как Нуса Лимбанган, Нуса Пенида или Гили. Кстати, про Нуса Лимбанган у меня отдельный влог, очень интересный, познавательный, я все подробно рассказала, цены, маршруты, где жить. В общем, приятного просмотра. Помимо очень атмосферного, красивого торгового комплекса, который находится на берегу океана с множеством ресторанов и не таким большим количеством магазинов, в Сануре также должны вот-вот открыть международный госпиталь, дабы сохранить многомиллионные ежегодные убытки, потому что многие местные уезжают за медицинской помощью в Сингапур, Малайзию, Японию и даже США. А еще в Сануре есть классный комплекс с теннисными кортами для падл-тенниса и сквоша. Именно сюда я приехала на тренировку, так как в остальных районах приходится бронировать эти корты буквально за неделю. Я просто обожаю тренировки с собственным весом и с легким дополнением резины или совсем небольшого груза. И так как я 8 лет преподавала фитнес, растяжку и танцы, я создала свой авторский курс, который поможет вам сделать красивую осанку, укрепить спину, избавить вас от болей. Вы сможете сесть на шпагат, а также научитесь в домашних условиях самостоятельно делать как зарядку, так и растяжку. Подойдут как начинающим, так и более опытным ученикам. Я подробно объясняю принципы всех упражнений и даю альтернативу. Доступные тренировки по 20-30 минут помогут выработать вам привычку к фитнесу, а также сделать свое тело более здоровым, гибким и подтянутым. Чтобы приобрести курс и узнать подробности, переходите по ссылке в описании к этому видео и оставайтесь всегда здоровыми, красивыми и подтянутыми. В общем, у меня есть видео от Дани Медведева. Так оказалось, что мой муж знаком с другом Дани, и Артем не упустил возможности, мой муж, воспользоваться своей нескромностью, уверенностью и просто попросить, чтобы Даня Медведев записал нам пожелания и напутствие. Артем, Настя, привет! Знаю, что вы очень болеете за меня, спасибо большое, очень приятно. Желаю вам удачи, занимайтесь теннисом, радуйтесь жизни. Это видео каждый раз, вот честно, каждый раз я вспоминаю его, и меня это мотивирует приезжать на тренировку. Кстати, я привезла на Бали младшего брата, чтобы за пару недель посвятить его в балийскую жизнь. И, конечно же, делюсь классными местами и событиями, которые у нас происходят. Все это можно увидеть в моем инстаграм. Стоим в очереди за кофе. Вот такая вот очередь в японской кафешке. Находимся мы в одном из самых туристических районов Семеньяк. О нем чуть-чуть позднее я расскажу подробнее. Хочу сказать, что в подобные заведения нужно приходить либо к самому открытию, либо где-то после 4, когда уже мало кто хочет пить кофе. Честно, я уже просто подкипаю, потому что 20 минут мы стояли в очереди, чтобы сделать заказ, и еще 20 минут я сейчас жду 2 чашечки кофе и 2 булочки, но это просто ненормально. Будет разнос. Я оставлю такой отзыв на всех пространствах. Ну, это просто ненормально, вот честно. Скажите, 40 минут, чтобы выпить кофе. Это не какое-то блюдо ресторана. Вот такой вот вышел счет у нас на 3 напитка и 2 булочки. Итак, покидать это тайное общество нужно через вот такую вот прекрасную инсталляцию. Спасибо. Спасибо. Ой, такая очередь. Интересно, не фотографироваться, выпить кофе. Ну, короче, вы знаете, вот выдают зонтики, чтобы люди не сгорели. Ну, это, конечно, вообще очень не очень, когда нужно стоять полчаса, чтобы войти в кафе, а потом 20 минут, чтобы заказать кофе, и еще 25, чтобы вам его принесли. И в итоге этот кофе вы выпьете, съедите эту булочку, за 10-15 минут. Ну, в общем, конечно, да, такое себе удовольствие. Двигаемся дальше. Кстати, это район Семеньяк.
Я считаю Семеньяк самым комфортным районом для туристов. Это центр острова. Здесь очень хорошо развитая инфраструктура, много ресторанов, магазинов, хорошие виллы, пусть цена и выше среднего, так как это супер туристический район. У меня на канале 2 влога, 2 обзора вилл района Семеньяк, и это было, думаю, наше лучшее жилье, конечно, исключая то, в котором мы сейчас живем. Скоро, кстати, на него выйдет обзор. Здесь прекрасная ночная жизнь, но контингент по сравнению, например, с другими районами здесь чуть постарше, как раз-таки из-за ценового диапазона. Также я обожаю пляжи Семеньяка, особенно пляж Double Six. Вы всегда сможете и позавтракать хорошо, и насладиться чистым, главное, пляжем. Конечно же, арендовать лежаки, зонты. Цена на одно место 50 тысяч рупий, соответственно, на 2 100. Поэтому, если вам будут говорить больше, нет. Белка. Да вот здесь, перед тобой. Такая прикольная. Это включение с пляжа. Андрея привезла на первый урок по серфу. И прекрасное вообще место, Легиан пляж, район Легиан. Это такой супер туристический, не сказать, что прям для молодежи интеллигентный, но тем не менее здесь очень много серфа, здесь много шопинга, отелей, прям вот на береговой линии. В общем-то, вот так вот выглядит пляж. Ну что, пожелайте моему брату удачи. Сейчас попробую привить ему любовь к серфу. Надеюсь, у нас с тренером все это получится. Красавчик, очень круто, горжусь тобой. Ну и после серфа раменчика в любимом по мотору. У меня, кстати, есть телеграм-канал, в котором я делаю обзоры на отели, рестораны, а также на салоны Бали. Так как я приехала на стрижку, вспомнила, что еще не рекомендовала вам свой телеграм. Обязательно переходите, там много обзора бьюти-средств. Вот и я, обновленная с новой стрижкой. Нахожусь сейчас в районе Перелинан. Перелинан признан лучшим районом по версии журнала Time Out. И здесь, в Перелинане, считается, что лучший микс культуры, инфраструктуры. Здесь неплохой пляж. В общем-то, постараюсь сейчас вам вкратце так рассказать и показать. Но Перелинан действительно у многих, и у меня в том числе, это просто любимый райончик. Сейчас хочу отправиться в любимое кафе. Покажу вам. Цинта называется. Буквально в 2 минутках. Все, погнали. Кстати, будете на Бали, обратите внимание, что вот эти подношения, они делаются для духов, демонов, подземного мира. А вот это вот в алтаре уже для богов. И эти подношения, они более такие дорогие, насыщенные. Ну, а здесь как бы что пришлось. Каждый раз, приезжая в Перелинан, я не перестаю восхищаться и наслаждаться стильными кафе, магазинами, любого рода заведениями, которые очень лаконично вписываются в культуру острова. И вы сразу можете увидеть, какой здесь маленький трафик. Почти нет байков, машины не толпятся в пробках, здесь нет светофоров, здесь никто не регулирует движение, и от этого оно как-то хуже не становится. В общем, за самыми инстаграмными эстетичными фотками вы можете приезжать в Перелинан, а мы тем временем уже на пляже. Многие, приезжая на Бали, удивляются и даже разочаровываются, что пляжи не являются картинкой Баунти и совсем далеки от Таиланда или того же Вьетнама. Более
приятные и подходящие районы для купания или пляжного дня лучше искать в районе Улувату или Нуса-Дуа. На Улувату мы уже с вами ездили в предыдущем влоге, прикрепляю на него ссылку, посмотрите, там я подробно рассказала о ценах на различный досуг Бали, например, которым я занимаюсь. Обязательно пишите в комментариях, согласны ли вы с тем, что Переринаны лучший район Азии, и, кстати, он занял 3-е место в мире, также тайм-аут. Кто уже был на Бали или только планирует и выбирает район, в комментариях, и настоятельно рекомендую вам арендовать виллу именно в этом месте. Друзья, спасибо, что посмотрели мой влог, и мне всегда приятна ваша обратная связь. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и, конечно же, включить уведомления о новых видео на моем канале. Пишите комментарии, что вы хотели узнать больше о Бали или о путешествиях. С радостью на них отвечу. И до встречи в новом видео. Пока-пока!